Грин-карта EB1. Ее называют виза талантов. Но она выдается не только талантам или звездам. Сегодня мы расскажем, кто на самом деле может получить EB1 и как доказать свои достижения, даже если у вас нет медали или публикации в Forbes. И поможет разобраться в грин-карте EB1 лицензированный иммиграционный адвокат Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Дэниел. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, что вообще такое грин-карта EB1? Вопрос комплексный, давайте разберемся. Во-первых, очень важно понимать, что EB1– это довольно широкая категория, которая включает в себя подклассы EB1A, то есть первая категория, EB1 вторая категория B и EB1C. Это совершенно три разных вещи. Наиболее частая встречающаяся вещь, которая очень интересует зрителей – это EB1A, и мы о ней чуть позже поговорим подробнее. Давайте сначала осветим другие две части EB1. EB1B – это петиция, которая подается по ходатайству университета на постоянно работающих там сотрудников. Нужно, чтобы человек имел постоянную должность в университете, есть определенные требования к получению этой визы, и более подробно мы можем поговорить о ней в отдельной передаче, если будет желание у нашей публики слушать именно об этой довольно узкой категории. EB1C – это категория для тех, у кого есть существенное предприятие за рубежом, это категория для бизнесменов, менеджеров или executives, то есть людей, которые управляют серьезным бизнесом. Для этого нужно, чтобы у вас был серьезный бизнес за рубежом, в котором на постоянной основе работают как минимум 2 человека с высшим образованием, а также чтобы у вас был работающий в Соединенных Штатах бизнес, тоже имеющий не меньше, чем 2 человек с высшим образованием, и этот бизнес должен работать в Соединенных Штатах не меньше года. Эта виза тесно связана с визой L1A. Часто человек приезжает в Америку по визе L1A, иногда по визе L1B, и потом подает заявку на грин-карт через категорию EB1C. Я считаю, что это тоже тема для отдельной передачи, а вот сегодня мы с вами поговорим более плотно о грин-карте EB1A. Прежде всего, для того, чтобы претендовать на грин-карт по этой категории, нужно закрыть как минимум 3 из 10 критериев, которые предъявляются в законе для получения документов. Помимо того, что вы закрываете как минимум 3 критерия, вы еще должны пройти то, что называется Final Merits Analysis, то есть нужно показать, что вы заслуживаете грин-карту, к вам применяется особый тест, который описан в прецеденте. У нас в Америке прецедентное право, поэтому вы можете почитать прецедент, который называется Matter of Kazarian, KAZ, первые 3 буквы, начало фамилии героя этого кейса, и там озвучено, какие требования предъявляются к заявителям по этому тесту. В общем и целом требования сводятся к тому, что вы должны показать значительное признание, вы должны показать, что вы один из немногих на вершине своей области. Это очень субъективный тест, очень субъективный подход, но, тем не менее, прочтя вот Matter of Kazarian, можно примерно себе представить, на какие точки опирается офицер, делая анализ кейса вот по этому параметру. Также очень важная вещь: для того, чтобы претендовать на грин-карт по категории EB1, нужно описать, каким образом вы будете ваши таланты и знания применять в Соединенных Штатах, и вы должны показать, что вы принесете Америке серьезную пользу. Иногда люди обращаются за грин-картой, думая, что вот они опишут свои таланты, достижения, награды и прочие интересные моменты, и этого достаточно. Нет, как я все время говорю своим клиентам, Америка не музей, она не коллекционирует разных замечательных людей. Америка прежде всего хочет видеть, какую пользу вы принесете Соединенным Штатам, поэтому очень важно озвучить, что вы будете делать, возможно, предоставить либо персональный, либо бизнес-план и детально осветить, какую пользу вы принесете. А теперь мы можем поговорить о критериях. Какие же вот 10 критериев, которые предъявляются к заявителям и которые вы можете попытаться удовлетворить? Прежде всего важно понимать, что помимо этих 10 критериев есть еще возможность предоставить сравнимые доказательства. По-английски это называется comparable evidence.
Если, например, какие-то критерии к вашей области деятельности не относятся, или вы считаете, что можете предоставить документацию, которая показывает, что вы являетесь выдающейся личностью, но вот конкретно критерия такого нет в законе, вы можете предоставить то, что называется comparable evidence. Сами основные критерии следующие. Первый критерий – это наличие, значит, я сразу предупреждаю, что мы немножко будем упрощать вот в этой передаче, собственно говоря, описание критериев, поэтому если мое представление критериев не будет совсем прям вот таким детальным и точным, как написано в законе, лучше, конечно, почитать закон. Сразу предупреждаю, что данная передача не является юридической консультацией, является просто информационной передачей. Итак, возвращаясь к критериям, первый критерий – это наличие международно признанных призов или наград, или национально признанных призов или наград. Награда или приз – это, собственно говоря, довольно растяжимое понятие, то есть, безусловно, под эту категорию подходит все, что вручается на пьедестале с торжественной музыкой и поздравлениями, грамоты, сертификаты, которые свидетельствуют о наградах, это, безусловно, призы или награды. Если человек имеет одно супер важное достижение, важный приз или награду, такие как Нобелевская премия или Олимпийская медаль, такой человек может удовлетворить сразу требования по критериям, и офицер сразу переходит к следующим пунктам. Тогда ему не надо закрывать еще 2 критерия. Но это касается только тех, у кого есть основное, как говорится по-английски, случающееся один раз в жизни. Итак, если у него есть, например, олимпийская медаль или сравнимое с этим однократное достижение, по-английски это формулируется как once in a lifetime achievement, то тогда человек может претендовать на Green Card по EB-1. Если ваши награды не поднимаются до такого уровня, то очень важно показать наличие менее весомых наград, показать, кто присуждал эти награды, показать, кто организовывал компетиции или соревнования, которые вылились вот в получение такой награды, предоставить всю эту информацию для офицера. Опять же, если ваши награды такого уровня, что их не нужно сильно пояснять, например, это чемпионат мира, возможно, меньше нужно давать пояснений. Однако, если вы участвовали в каком-то, может быть, индустриальном конкурсе или еще в каких-то соревнованиях, которые, может быть, не очевидны для офицера, чем больше вы дадите пояснений, тем более успешным будет ваш кейс. Иногда мы можем дать документы, которые свидетельствуют о чем что является эквивалентом награды, но самой наградой не является. Ну, например, если у вас есть стартап, и вы получили финансирование, серьезное финансирование от серьезных игроков в индустрии, вы можете представить финансирование как эквивалент награды, поскольку лучшей наградой для стартапера, безусловно, является получение финансирования. Однако нет стопроцентных гарантий, что любое финансирование может быть зачтено как эквивалент награды, подходящей конкретно под эту категорию. То есть, опять же, в каждом случае нужно подробно расписывать, почему данная награда или данное действие свидетельствует о вашем статусе как выдающейся личности в вашей области. Следующий критерий, о котором мы можем поговорить, это членство в организациях, которые требуют выдающихся достижений по оценке уважаемых жюри или уважаемых специалистов, экспертов в вашей области. Очень важно подчеркнуть, что просто членство в организации, в которую вы можете записаться, уплатив энную сумму денег, скорее всего, не подойдет под данный критерий. Здесь очень важно, чтобы организация предоставила описание того, по каким критериям люди отбираются в эту организацию, кто проводит оценку, и показать, что те, кто проводит оценку, действительно являются экспертами в данной области. Также важно показать, опять же, что членство в этой организации свидетельствует о вашем выдающемся статусе. Поэтому если вы входите в какую-то организацию, в которой много тысяч членов, скорее всего, эта организация не подтверждает ваш выдающийся статус. Поэтому большое количество членов данной организации часто является минусом для кейса. Следующий критерий – это наличие публикаций у вас. Очень важно, чтобы о вас писала пресса. Или то, что в нынешнем мире заменяет прессу, то есть веб-сайты и то, что называется медиа. Очень важно, чтобы медиа, которые про вас пишут, квалифицировались либо как major media, либо как отраслевые медиа, то есть относящиеся к вашей отрасли. Публикации должны касаться и вас, и вашей трудовой деятельности.
Обычно публикации, в которых просто происходит небольшое упоминание через запятую, не удовлетворяют этот критерий, однако калибр издания тоже имеет значение. Если достаточно небольшое упоминание вашей деятельности происходит вот в уже упомянутом вами журнале Forbes, возможно, это имеет большее значение, чем пространная статья в каком-то издании, о котором никто никогда не слышал. Опять же, очень важно показывать значение издания, когда вы подаете ваши документы, предоставлять статистику с интернета о посещаемости, об аудитории, возможно, об организаторах данного средства массовой информации, о репутации данного средства массовой информации. И это повышает ваши шансы на то, что вы поможете офицеру понять, что, опять же, статьи о вас написаны либо в major media, либо написанные в профессиональных отраслевых изданиях. Следующий критерий – это судейство. Судейство не всякое, а только такое, которое свидетельствует о вашем выдающемся статусе как эксперта в вашей области. Эту фразу сегодня мы будем повторять много раз, поскольку все доказательства сводятся в итоге к этому пункту. Итак, судейство мероприятий, которые имеют, опять же, репутацию, которые имеют репутационных организаторов, которые, возможно, освещаются в средствах массовой информации. Ну, опять же, очень важно, чтобы ваше судейство имело отношение к выбранной вами области деятельности, поскольку если вы судите что-то, не относящееся к вашей области экспертизы, то, скорее всего, это не свидетельствует о вашем статусе как эксперта именно в вашей области. Важно предоставить документы, подтверждающие не только, что вас пригласили поучаствовать в какой-то комиссии или жюри, или судействе в данном мероприятии. Очень важно также предоставить подтверждение того факта, что вы действительно поучаствовали, что вы действительно судили. И очень важно показать, что вы судили работу профессионалов, других профессионалов в вашей области. Если вы судите людей начинающих или даже детей, как правило, это имеет меньшее значение для подтверждения ваших выдающихся способностей. Следующий критерий относится к тому вкладу, который вы внесли в вашу область. Вклад, как правило, связан с тем, что вы сделали какую-то инновацию или открытие, или, может быть, установили какой-то рекорд. Возможно, вы разработали какую-то методику, методологию, подход. Очень важно детально описать, в чем состоит ваша инновация, ваша методика или методология. Также очень важно показать, что сделанное вами не осталось в рамках вашего рабочего стола или кабинета. Очень важно показать, что вы представляли эту работу где-то на каких-то форумах, конференциях, мастер-классах, что вы несли это знание в массы и что ваша инновация получила признание в вашей области, что другие профессионалы вашей области с благодарностью, возможно, пользуются плодами вашего труда, и важно предоставить благодарственные или рекомендательные письма от профессионалов вашей области, которые подтверждают, что действительно такая деятельность велась и имела большое позитивное значение. Опять же, очень важно, чтобы в этих письмах делался вывод о том, что данный вклад является подтверждением ваших выдающихся способностей и вашего статуса как выдающегося эксперта в вашей области. Следующий критерий – это наличие публикаций. В законе написано, что требуется предоставить доказательства публикаций, автором которых вы являетесь, которые носят научный характер или посвящены профессиональным темам и адресованы профессиональной публике. В данном разделе очень важно показать, что публикации ваши имели место в уважаемых изданиях прежде всего. Также очень важно показать, что они свидетельствуют о ваших выдающихся способностях, то есть показать, что ссылаются другие люди на ваши публикации, наличие ссылок, цитирования, желательно позитивных ссылок и позитивного цитирования, очень важно для доказательства того, что публикации являются значимыми. Поэтому если на вас ссылаются, это очень хорошо, это большой плюс для вашего кейса. Следующий критерий – это возможность показать, что вы играли лидирующую или критически важную роль в организациях с позитивной репутацией. Здесь очень важно показать вашу роль, почему она была лидирующей или критической, каких успехов добилась организация благодаря вам, а также очень важно показать репутацию самой организации. Пресса об этой организации, награды этой организации, все, что связано с ее позитивной репутацией, все помогает вам доказать этот критерий.
Следующие критерии, 2 критерия связаны с материальным аспектом. Это высокий доход. Вам нужно будет продемонстрировать, налоговые документы, финансовые документы, контракты, все, что подтверждает высокий доход, который, опять же, свидетельствует о вашем выдающемся статусе как эксперта в вашей области. И очень важно, сделать сравнение с другими профессионалами в вашей области, в вашей стране или в той стране, в которой вы работали, для того, чтобы показать, что доход ваш действительно является высоким, то есть значительно превышает доход других профессионалов, не обладающих, возможно, выдающимися способностями. Критерий, который чем-то напоминает высокий доход, но им не является, это критерий, который формулируется как коммерческий успех. Коммерческий успех состоит в том, что заявитель собирает большое количество публики и зарабатывает таким образом для организаторов мероприятия, на котором он выступает, большие суммы денег. Нужно показывать финансовую отчетность. Возможно, не все эти деньги, и даже, скорее всего, только малая часть этих сборов достигает самого заявителя, но это не так важно. Более важно, что вы собрали большую аудиторию, получили высокие коммерческие сборы. Еще один интересный критерий, который мы опустили, сейчас мы к нему переходим, это критерий, касающийся выставок. Традиционно этот критерий всегда относился только к людям, которые занимаются искусством визуальным, то есть художники, фотографы, те работы которых мы привыкли видеть на разнообразных выставках. Однако в последние годы разрешается этот критерий применять и немного к другим областям. Например, ученые могут использовать выступления на конференциях, а также можно использовать самые разные случаи, когда вы представляли свои работы на суд публики, выносили их в общественное пространство. Вот эту всю деятельность можно представлять под критерием выставки. Также очень важно в этом критерии описывать значимость выбранной вам площадки, возможно, ее эксклюзивность, возможно, пресса, связанная с этим мероприятием. Все это, опять же, помогает вам доказать, что вы являетесь лицом с выдающимися способностями. Вот такой обзор критериев. И, как я уже говорила, не забываем о ваших планах и не забываем о пользе, которую собираемся приносить. Спасибо. И я скажу, что ссылка на закон, о которой вы говорили, будет под этим роликом в описании, и вы можете перейти и посмотреть, как это звучит на английском, более профессиональным, официальным, юридическим с точки зрения американского законодательства языком. Татьяна, а такой вопрос. Вы говорили про призы, публикации, особенно то, что если заявителя указывают через запятую среди многих, а что делать, если заявитель, он является частью коллектива? Допустим, как коллектив спортсменов, сборной по какому-нибудь виду спорта, и эта сборная завоевала награду. Или создатель фильма, например, он часть команды из создателей фильма. И вот если он не единичный такой, но член команды с выдающимися способностями, как быть? Да, часто возникает вопрос о том, какой вклад, какую долю внес каждый индивидуальный член данного коллектива. И вот в данном случае очень важно не просто представлять доказательства награды, а также представлять письма, в которых будет описана конкретно ваша роль, роль заявителя, описано, каким образом без вас вряд ли эта награда была бы получена, какой вклад вы внесли в ее получение от организаторов данных соревнований, от самого коллектива, от какой-то федерации, в которую входит этот коллектив. Чем больше доказательств вашего личного вклада, тем лучше. А также важно, например, спортсменам или другим профессионалам, по которым ведется какая-то статистика, показывать не только наличие призов и наград, но и то, что называется rank, то есть место в какой-то квалификации, и какую-то персональную личную статистику за время пребывания в данной команде или в данном коллективе. Скажите, пожалуйста, какие вообще профессии подходят под EB1? Или, может быть, если вы можете перечислить, какие люди, группы, профессии и кейсы встречаются в вашей практике? Для кого вы делали EB1? Ну, за более чем 25 лет моей практики я уже сталкивалась, я думаю, со всеми профессиями. Нет ограничений на то, какие профессии или группы лиц могли бы претендовать на грин-карт по выдающимся способностям.
Основное требование состоит в том, что вам нужно показать, что вы выдающийся специалист в той области, в которой теоретически можно было бы получить степень бакалавра. То есть вот все эти области, они подходят. И также очень важно показывать, что вы действительно сможете и будете приносить пользу. Ну, как правило, все области, в которых можно в Соединенных Штатах получить степень бакалавра, они так или иначе общественно полезны. Ну и помимо этого разнообразные виды спорта, игр, в которых, собственно говоря, степень бакалавра не присуждается, тоже могут претендовать, но опять же очень важно обрисовать общественную пользу, потому что, еще раз повторюсь, основное требование закона – это то, чтобы заявитель приносил серьезную, существенную пользу Америке. Продолжая ответ на ваш вопрос, какие специальности оформляются у нас? Мы работаем с очень разными людьми, мы работаем с учеными, мы работаем с айтишниками, работаем с представителями, естественно, спортивной сферы по всем видам спорта, искусство, художники, скульпторы, менеджмент, маркетинг, бьюти-сфера, самые разнообразные профессионалы и специальности. А как быть, вот если заявитель действительно хороший специалист в своей области, но он никогда не интересовался конкурсами, про него не публиковали, просто было неинтересно. Он занимался своим делом, да, но не получал за это наград. Как ему быть? Что делать, чтобы получить IB1? Дело в том, что офицер не является специалистом в вашей области. Офицер не знает, насколько вы прекрасный и выдающийся специалист. Именно поэтому в законе и сформулированы эти требования, которые, если их обобщить, являются доказательствами общественного признания ваших заслуг. И если ни один из этих критериев вы удовлетворить не можете, хотя и считаете себя чудесным профессионалом, возможно, IB1 – это совсем не та стезя, по которой вам стоит идти. Если вы приняли решение о том, что все-таки хотите доказать обществу, что вы тот человек, который заслуживает грин-карт через IB1, то вам нужно поработать над собой, над своей карьерой так, чтобы все-таки продемонстрировать, каким образом вы удовлетворяете эти критерии, и не просто удовлетворяете их хоть как-то, а удовлетворяете на том уровне, который свидетельствует о значительном общественном признании ваших заслуг, достижений, знаний и навыков, и свидетельствует о ваших именно выдающихся способностях и достижениях в вашей области. А есть какие-то критерии оценки именно выдающести? То как понять, что мои достижения подходят? Насколько нужно быть действительно экстраординарным? Как это узнать для человека, который не разбирается в нюансах американского иммиграционного законодательства? Ну, смотрите, прежде всего я бы посоветовала действительно разложить, что называется, ваши достижения по вот этим критериям. Далее можно собрать отдельную папочку документов, которые подходят под критерий comparable evidence, то есть сравнимые доказательства. Далее могу посоветовать все-таки взять консультацию у адвоката с лицензией для того, чтобы ваши достижения были оценены. Потому что один очень важный момент. Иногда люди думают, что вот, ну, что я теряю? Соберу-ка я документы, которые у меня есть, подам. Если вдруг мне одобрят, то тогда я смогу приехать в Соединенные Штаты и жить в Америке. Проблема состоит в том, что, подавая критерии на EB1, вы подаете документы на иммиграционную визу. То есть тем самым вы заявляете о своем намерении жить в Соединенных Штатах постоянно. После того, как вы уже выразили это иммиграционное намерение, получить документы на временную визу в Соединенные Штаты становится очень-очень сложно. Я не люблю использовать слово «невозможно», но в значительной степени можно сказать, что степень сложности поднимается до градуса невозможности. Например, туристическая виза на конференцию, деловая поездка, студенческая виза. Все эти визы и даже, в общем-то, виза О1 – эти все визы являются неиммиграционными и требуют неиммиграционного намерения. Если вы уже заявили обратное, если вы уже подали заявку, заявили о желании жить в Соединенных Штатах постоянно, очень-очень сложно или практически невозможно будет получить неиммиграционную визу. Поэтому, безусловно, нужно оценить свои шансы, прежде чем подавать такого рода петицию,
и смотреть на себя не только восхищенными глазами, но и посмотреть на себя, возможно, критическим взглядом. Возможно, вы узнаете что-то новое во время консультации, может быть, не с самой лучшей стороны о себе, в плане того, что, возможно, ваши достижения не поднимаются до уровня EB1, но, опять же, отчаяться не нужно. Возможно, вы сможете претендовать на другую визовую категорию, например, на такую, как EB2 National Interest Waiver или на еще какие-нибудь другие визы и категории Green Card. Поэтому, безусловно, стоит проконсультироваться, ну и подходить к себе объективно, но в то же время без ложной скромности. А виза О1, про которую вы сейчас сказали, она чем-то похожа на грин-карту и B1. Вы могли бы сравнить эти две категории? Значит, здесь тоже важно понимать, что эти две категории не полностью совпадают, хотя есть определенное сходство. Значит, что касается визы О1, то, как я уже сказала, эта виза не иммиграционная, она включает в себя намерение вернуться. Следовательно, если иммиграционный офицер не усматривает у вас этого намерения, то в визе вам могут отказать, даже если вы проходите по всем остальным критериям. Далее, в отличие от грин-карт на категории B1, виза О1 требует наличия либо работодателя, либо петиционера, например, агента, который будет подавать на вас документы и подписывать вашу петицию. То есть помимо просто плана того, что вы будете делать в Америке, вам нужно показать, что существует лицо в Соединенных Штатах, которое, или организация, которая либо берет вас на работу, либо берет за вас ответственность и выступает в качестве вашего агента. Далее очень важно помнить, что виза О1 имеет в себе два подраздела. Это виза О1A, которая действительно похожа на грин-карту по категории B1, и виза О1B, которая предназначена больше для работников, выступающих или с концертами, или с похожими выступлениями, гастролями, ведущих какую-то такую деятельность, которая требует выступлений разнообразных или ангажементов. Тут можно отдельно говорить об этой визе, мы это сделаем в отдельной передаче. Но в общем и целом люди, подающие на визу О1B, совершенно не обязательно обладают именно настолько выдающимися способностями, чтобы это квалифицировало их на грин-карт по EB1. Возвращаясь к визе О1A, которая чем-то похожа на грин-карту по EB1, она действительно похожа по критериям. Критерии там почти такие же, кроме одного критерия, который связан с высоким доходом. Вот высокий доход не обязательно, в отличие от EB1, показывать в прошлом, его можно показать в будущем, как обещающийся заявителю. Но, тем не менее, подход иммиграционной службы к петициям О1 немножко легче, они, скажем так, не так жестко смотрят на все эти критерии. И во многом, если у человека, может быть, его личные достижения не совсем дотягивают до уровня, который требуется на получение одобрения по EB1, если у человека есть работодатель, петиционер с очень серьезной репутацией, тогда можно получить визу О1, даже если ваши достижения до уровня EB1 явно совершенно не дотягивают. То есть здесь идет немного баланс интересов американского работодателя или спонсора с достижениями заявителя, и одно может немножко сбалансировать другое. То есть есть различия, неполное совпадение между этими категориями. Однако, опять же, хочу подчеркнуть, что вот есть такой миф или понятие о том, что если человек хочет получить грин-карт по EB1, то ему непременно нужно сначала получить визу О1. Значит, это вот совершенно не так. Получение визы О1 не является обязательным требованием для последующего обращения за грин-карт по категории EB1. Можно подавать на грин-карт по категории EB1, не получая визу О1. Это вполне допускается. Скажите, пожалуйста, а какие ожидают затраты заявителя на EB1? И сколько может занять времени получение EB1 от начала подготовки до самой грин-карты? Затраты, естественно, зависят от вашего выбора адвоката, от вашего выбора других каких-то вещей, которые, возможно, вам нужно сделать для того, чтобы подать документы. Сам сбор иммиграционной службы на настоящий момент составляет $1015.
Если вы хотите ускоренное рассмотрение документов, вы можете заплатить еще $2800, и тогда ваше дело будет рассмотрено в течение 2 недель. Пример. Опять же, цены адвокатов варьируются. Мы находимся в такой, я бы сказала, средней категории. То есть я не думаю, что мы самое дешевое предложение на рынке, но, тем не менее, мы не думаю, что относимся и к премиальному сегменту. Каждый кейс, конечно, индивидуальный, его нужно обсуждать с адвокатом, но я не думаю, что меньше, чем 8-10 тысяч заявитель должен примерно ожидать потратить на такого рода кейс. Что делать, если пришел отказ по EB1? Это уже все, значит, мне нет дороги в США или есть какие-то пути? Да, вот как я уже говорила раньше, отказ штука неприятная. И прежде всего он свидетельствует о том, что вы выразили иммиграционные намерения, и, возможно, неприятное последствие состоит в том, что претендовать на неиммиграционные визы вам уже будет значительно труднее. Но это совершенно не приговор. Прежде всего, очень важно понимать, что решение миграционной службы не являются прецедентами. То есть это административное решение, это не судебное решение. То есть, проанализировав внимательно отказ, нужно прежде всего прийти к выводу о том, насколько вы считаете, что офицер ошибся, или, может быть, положа руку на сердце, офицер был прав, и стоит вместо того, чтобы апеллировать кейс, может быть, его пересобрать и переподать, закрыв какие-то слабые моменты, которые не были сразу показаны, закрыты или объяснены офицеру при подаче документов. Опять же, если вы подаете документы сами, без участия миграционного адвоката, возможно, вы не совсем правильно читаете решение миграционного офицера. Поэтому в данном случае, опять же, стоит посоветоваться с лицензированным адвокатом. Важно понимать, что адвокаты, они, в общем-то, посещают юридическую школу в течение 3 лет не просто потому, что им нравится учиться. Их учат очень важным знаниям и навыкам, в том числе их учат читать юридические тексты. И не обладая этим навыком, возможно, важные моменты вы упустите, читая отказ. Поэтому стоит обсудить отказ с профессионалами, понять, почему вам отказали, стоит ли апеллировать или, может быть, стоит кейс переподать, а может быть, стоит задуматься о какой-то другой иммиграционной категории, опять же, такой как EB2 National Interest Waiver, который, с моей точки зрения, предъявляет заявителю хоть и серьезные требования, но не такие строгие и серьезные, как EB1. Вы уже сказали про некоторые ошибки, из-за которых могут отказать. А какие еще могут быть причины отказа и о каких подводных камнях важно знать? Да, спасибо большое за этот вопрос. Прежде всего, самая горькая и непоправимая причина отказов – это недобросовестно поданные документы, то есть документы неправдивые. Ни в коем случае нельзя ничего фальсифицировать, нельзя подделывать какие-то печати, подписи и так далее. Если иммиграционная служба заподозрит, что в ваших документах есть что-то неправдивое, недобросовестное, если там есть что-то сделанное за деньги, каким-то образом неправедным путем полученное, то все это может быть выявлено, использовано против вас, и тогда уже никакая переподача, скорее всего, и не поможет без, во всяком случае, квалифицированного объяснения, что и как получилось, и почему офицер не прав, считая данный документ недобросовестным. Поэтому прежде всего хочется предостеречь от того, чтобы заявители ни в коем случае не пытались давать какие-то документы, которые не являются честными и правдивыми. Если ничего такого не было, то тогда ситуация поправима, если действительно у вас есть основания претендовать на EB1. Кейс всегда можно переподать, пересобрать, дать дополнительные документы, которые почему-то в первый раз или предыдущий раз не были поданы. Но важно ни в коем случае иммиграционную службу не обманывать. Спасибо за такой подробный разбор. Ссылки на ваш сайт, на телефон будут под этим роликом в описании. Уважаемые зрители, слушайте, если у вас есть вопросы, обращайтесь к Татьяне Арестовой. Также вы можете посмотреть на сайте visanow.ai, предварительно оценить, подходит ли ваше резюме под критерии на EB1,
и затем уже более профессионально обсудить с юристом. Спасибо, Татьяна, вам еще раз. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания, пока.